Что вы представляете, когда слышите об империях? Римскую, британскую, может быть, Османскую империю? А ведь под империями часто подразумевают и государства нашего времени. Америку регулярно обвиняют в неоколониализме. Россия вон ведет войну за территорию, которую пропаганда называет осколком империи. А огромный Китай пытается распространять свое влияние по всему миру. Имеется даже активное движение деколонизаторов, которое с современными империями и империализмом борется. Но чаще все-таки, когда кто-то упоминает империю, в голове всплывают образы прошлого. Британские и испанские колонизаторы, португальские торговые посты, французские администрации в Африке. Остатки этих империй существуют до сих пор, просто в сильно усеченном виде. Маленькие территории или острова, которые по какой-то причине остались частью метрополии. Посмотрим сегодня, почему так вышло, какие у людей там права на этих зависимых землях, а главное, насколько такая политическая конструкция эффективна в современном мире. Сегодня у нас только перед началом некоммерческое объявление для белорусов. Если вы гражданин Беларуси, посмотрите, пожалуйста. А если нет, можно перематывать. Если вы гражданин Беларуси, это объявление для вас. С 11 по 17 мая пройдут онлайн-выборы в Координационный совет белорусской оппозиции 4-го созыва. Это ключевой представительный орган демократических сил, созданный в 2020 году. Его цель – объединить оппозицию, действующую в условиях вынужденной эмиграции, скоординировать ее действия и выработать общую стратегию. Орган этот признается Европейским Союзом и в международных отношениях рассматривается как альтернатива действующей власти. Это очень важный институт. В условиях, когда активная политическая деятельность внутри Беларуси невозможна, Совет не только становится фундаментом для продвижения борьбы за рубежом, но и голосом демократически настроенной части общества. Если вы за границей, то можете поучаствовать с помощью специального мобильного приложения. Для тех же, кто находится в Беларуси, запущена специальная веб-платформа. Ссылки опубликовали прямо перед началом голосования, чтобы режим Лукашенко не успел подготовиться к блокировке. Хочу сказать, участвовать в подобном небезопасно. Если вы собираетесь, то делайте это на свой страх и риск. Также будьте предельно осторожны, не пользуйтесь левыми ссылками. Правильную найдете у меня тут в описании. К тому же учтите, что для участия понадобится подтвердить свою личность с помощью белорусского паспорта, либо старого, синего, либо нового, альтернативного. Платформа новая, так что если вы уже проходили верификацию раньше, нужно будет все равно пройти ее снова. А потом все просто. Выбирайте один из списков кандидатов и нажимаете на кнопку «Проголосовать». Почитать подробнее про кандидатов и их программы можно на платформе «Три слона». Ссылку на нее я тоже оставлю в описании. Это некоммерческое объявление. Что такое империя? Вопрос, конечно, дискуссионный. По идее, это просто очень большая страна, которая стала таковой через завоевание. В истории не было какого-то четкого различия между обычными государствами и империями. Они просто в какой-то момент получали новое название. В России, например, Петр I завоевал новые земли в районе будущего Питера. Ему за это вручили титул императора и страну переименовали соответственно. Популярное определение империи, которое его сторонники не очень любят формулировать прямым текстом, звучит так. Империя – это когда есть флот. Садятся, дескать, где-то в Испании или Великобритании мужики на корабль с парусами и плывут захватывать далекие берега неизведанных земель. Так и получается империя. Это определение очень удобно, ведь Россия, Китай и арабы, например, новые земли забирали пешком, на лошадях или чуть позже по железным дорогам. И значит, то было справедливое расширение исторических границ, а никакой вовсе не империализм. Вот уж у кого он реально был, так это у всяких там европейцев. Определение, конечно, сомнительное, но кое-какие остатки колониальных империй действительно существуют, и именно у западных стран. Настоящие империи за 20 век постепенно испарились. В большом процессе деколонизации колонии Британии, Франции и Португалии превратились в независимые страны. В основном в Африке, но и в Азии тоже. В большинстве случаев переход был мирным, но были и конфликтные исключения. Индию и Пакистан Британия освободила сама, но только после изнурительного для метрополии движения за независимость. В Юго-Восточной Азии французам пришлось повоевать. В будущем Зимбабве независимость без разрешения Лондона и вовсе объявили местные белые, провозгласив свое государство под названием Родезия, и принялись по старой привычке притеснять местных темнокожих.
Через долгое время ситуация все же разрешилась. Правда, в качестве посредников пришлось привлечь все тех же британцев. Концом Британской империи часто называют не такой уж далекий 1997 год. К тому времени практически все британские колонии уже стали независимыми, кроме одной, но очень важной – Гонконга. Это крупнейший город на юге Китая, который британцы еще в 19 веке забрали посредством тонкой дипломатии и больших пушек. Китайская Народная Республика, естественно, требовала Гонконг немедленно вернуть. В 1997-м как раз закончился договор аренды на материковую часть Гонконга, и британцы решили использовать этот повод, чтобы вернуть вообще всю колонию. Так и произошло. С китайских коммунистов взяли обещание, что в Гонконге сохранят демократию, и ушли. Следующие 20 лет китайцы как-то на полшишечки обещания это выполняли, но потом решили, что хватит, и начали давить местное гражданское общество, прям как дома. Другое дело — империя французская. Там даже и в 20 веке колонии имели большое значение. Именно во французских колониях после падения Франции во Второй мировой Шарль де Голль основал движение за освобождение, которое представляло страну в войсках союзников. После войны деколонизация пошла своим чередом, но финальным ударом, наверное, стала потеря Алжира. Эту страну Франция полностью интегрировала, прям в статусе региона Франции. Но вот местных алжирцев-мусульман интегрировать забыла. В итоге разразилась война, которая привела к смене 4-й Французской республики на 5-ю. А закончилось все уходом французов и независимостью Алжира. Вообще-то у ООН есть целый список территорий, которые все еще надо деколонизировать с указанием обидчиков. Скажем о них после небольшой коммерческой, теперь уже рекламы, посмотрите, пожалуйста. Очень многие, когда слышат слово «Индонезия», сразу представляют Бали и курортный отдых. На деле же страна эта гораздо больше, а ее экономика крупнейшая в Юго-Восточной Азии и уже около 20 лет растет примерно на 5% в год. Но если вы думаете масштабировать бизнес на этот рынок или запустить новый, вам понадобится грамотный налоговый специалист, который может читать налоговое законодательство в оригинале, понимая юридические формулировки, и может вести диалог с налоговыми представителями, выявляя тонкости системы и проецируя их на работу конкретно вашей организации. Ну и способные при этом всем общаться с вами на русском языке, конечно. Именно такие специалисты работают в компании TRR Accounting, которая занимается бухгалтерским и налоговым сопровождением. Основали TRR Accounting выходцы из СНГ. Создатели понимают, насколько важны корректный учет, финансовое планирование и грамотное масштабирование. И перенесли эти стандарты обслуживания на индонезийский рынок. Высокие стандарты действуют и при подборе сотрудников. В TRR Accounting выбирают лучших из лучших. Конкурс более 100 человек на место. Чтобы получить первичную или развернутую консультацию в TRR Accounting, напишите им в Telegram по ссылке в описании или по этому QR-коду. Консультации доступны на 3 языках – русском, английском и индонезийском, чтобы языковой барьер точно не мешал обсуждению. Также на консультации вы можете обсудить, как лучше запустить бизнес в Индонезии. По промокоду CATS скидка на услугу 10%. А если вы агент или брокер и работаете с Индонезией, вам этот контакт тоже пригодится. TRR Accounting открыты для сотрудничества. Напишите им. Надеюсь, в этот раз вы не перематывали. Продолжаем. Так вот, у ООН есть подробный списочек территорий, которые все еще должны быть деколонизированы, с указанием обидчиков, то есть стран, которые этими территориями владеют. Списочек этот существует примерно столько же, сколько сама ООН. Дело в том, что во время Второй мировой войны, когда организацию только придумывали, американский президент Рузвельт записал в основные принципы право народов на самоопределение. В первую очередь это касалось стран оси, которые подминали под себя различные народы в прямом эфире. Но и остальным империям тоже был дан недвусмысленный намек, который перекочевал в устав ООН. К 1926 году список прилично сократился. Большинство империй распались, а бывшие колонии стали новыми независимыми государствами. Сейчас в списке ООН отмечены территории Британии, Франции и США, а также острова Такелау, принадлежащие Новой Зеландии. Они достались ей в наследство от Британской империи. И тут надо сказать, на территориях этих никаких ужасов и притеснений, как в империях прошлого, не происходит. Люди спокойно живут на зависимых территориях, с гражданскими правами и свободами, и особо о своем колониальном настоящем не задумываются. Никаких конфликтов и уж тем более войн вокруг этих территорий нет. Все всем довольны. Случаются, конечно, возмущения. Испания, например, не первое десятилетие заглядывается на крошечный британский Гибралтар.
Но Британия и Испания уже много десятилетий близкие союзники, в том числе по НАТО. И все разговоры про суверенитет Гибралтара – это скорее развлечение во времена дружеской демократической скуки. Заметное исключение из всей этой идиллии – Фолклендские или Мальвинские острова у берегов Аргентины. В 1982 году теряющий популярность аргентинский президент решил устроить маленькую победоносную войну и отобрать острова у Британии. Отправил туда армию и успешно Фолкленды захватил. Но оккупанты столкнулись с двумя проблемами. Первое. На островах жили и живут вполне себе англичане. Никаких местных жителей и уж тем более аргентинцев там не было. Только потомки колонистов, лояльных королеве и Господу Богу. Вторая проблема. Премьером Британии тогда была Маргарет Тэтчер, которую вообще не обламывала побомбить кого-нибудь. Так и произошло. Аргентинцев Королевский флот агрессивно упаковал и отправил домой, а острова остались британскими, и никто британцев по этому поводу даже не ругал. Если сама колония хочет остаться колонией, то тут нечего и деколонизировать. Тем не менее, в случае Британии остатки колонии – это чисто историческое обстоятельство. Страна продолжает выпускать земли на свободу даже сейчас. У британцев осталась островная территория в Индийском океане с воодушевляющим названием «Британская территория в Индийском океане». Основная ее ценность в том, что там находится британская военная база, которую еще и американцы используют. Запускают, например, прямо оттуда бомбардировщики в Иран. И все бы ничего, но на территорию много десятилетий претендует Маврикий, который сам бывшая колония Британии. В общем, в прошлом году, после долгих тяжб аж в суде ООН, Великобритания согласилась отдать острова Маврикию. На эту тему, естественно, немедленно высказался Дональд Трамп. Мол, вы что там, совсем сдурели? Чего вы, мол, важными островами разбрасываетесь? Но процесс уже запущен, чтобы там Трамп по этому поводу не думал. Эпизод этот особенно любопытен с учетом контекста. У Соединенных Штатов есть своя мини-империя, и страны в ней находятся в таком полуправовом статусе. Помимо самих Штатов, у Америки есть и территории. Обитаемых из них 5 штук, например, американские Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Живут во всех этих местах американские граждане, но не совсем полноправные. Они не участвуют в выборах президента, а в Конгресс избирают представителей без права голоса, которые могут лишь высказывать мнение. Правда, если человек с территории приезжает в какой-нибудь штат, то сразу же получает политические права в полном объеме. При этом живет в Пуэрто-Рико аж 3 миллиона человек. Да и находится остров недалеко от Соединенных Штатов, в Карибском море. А штатам его не делают. В то время как Гавайи, например, которые находятся черти где, и с населением вдвое меньше, штатам стали еще 70 лет назад. Референдумы на Пуэрто-Рико регулярно проводятся, но их обычно бойкотирует какая-нибудь из местных крупных партий. После референдумов вступлением в любом случае должен заняться федеральный американский конгресс. А там принимать остров особым желанием не горят. Мало ли, как 2 новых сенатора от будущего штата голосовать решат. Остальные американские территории – маленькие острова, где особо ничего не происходит. Где-то стоит большая военная база, где-то раскинулся классический тропический рай, прославившийся разве что островом Эпштейна. Совсем другая стратегия в отношении заморских территорий у Франции. Одна из них – французская Гвиана на севере Южной Америки. И с юридической точки зрения это вообще регион Франции. Такая же часть Франции, как условный Марсель. Идентичное гражданство, идентичные права. В парламент они избирают таких же депутатов из Южной Америки во Францию присылают. Никаких специальных поблажек у местных жителей нет, но нет и особых обязанностей. Буквально единственное отличие в том, что до Парижа надо лететь, а не поездом ехать. А в остальном ровно такой же кусок Франции с французами. Просто далеко находится. Границы Франции нигде не заканчиваются. Конкретно Гвиана французам принесла неожиданную пользу. Они там построили космодром. Дело в том, что ракеты выгоднее всего запускать с экватора, а материковая Франция от него далеко. Но тут удачно, прямо на экваторе, подвернулся кусок Великой Республики. Теперь свои спутники с суверенной европейской территории в Южной Америке запускает вся Европа. Помимо прочего, все полноправные регионы Франции – часть Евросоюза и пользуются евро. Но мертвой хваткой Франция за них не держится. Один регион, Новая Каледония, уже идет к независимости. И ничего, центральная власть на них ОМОНовцев не выпускает. Наоборот, Макрон с местными политиками ведет переговоры и круглые столы, достигает каких-то компромиссов. Все цивильно. Никаких калашниковых, сидят, болтают. Через какое-то время, вероятно, и до полного суверенитета договорятся. Есть и другие страны с далекими территориями. У Дании, как известно, Гренландия. У Нидерландов острова на Карибах. Кому-то дали автономию, кто-то просто доволен порядком вещей.
Реальных империй в старом понимании слова действительно не осталось. Есть маленькие зависимые территории, и сильного желания менять их статус ни у кого нет. В современном мире империи как-то уже особо не нужны. Зачем вообще владеть землей, если можно покупать, инвестировать, кредитовать и строить базы по договору? Британия и Франция отпустили свои колонии на волю не только потому, что теперь так стало правильно и прилично, и не потому, что только в уставе ООН это записано. Принципы свободы и справедливости и самоопределения – это, конечно, важно, но чтобы крупные державы что-то сделали, нужна какая-никакая, но выгода. И таковая обнаружилась прямо на поверхности. Колонии уже довольно давно лишь тратили ресурсы и истощали казну, а не наоборот, как положено по словарному определению. Свою лепту внесла и Вторая мировая война. Во-первых, держать колонии стало, политически неприемлемо, а во-вторых, государства, владевшие этими колониями, были просто разорены. Когда тебе приходится обращаться к Соединенным Штатам за помощью в восстановлении собственной страны, денег на колонии уже как-то не остается. Одновременно стало очевидно, империи и безо всякой войны даром никому не сдались. Экономика настолько серьезно и быстро глобализировалась, что старые методы по завоеванию места под солнцем просто перестали себя оправдывать. Теперь, чтобы получить доступ к каким-то ресурсам, совсем не обязательно втыкать флаг на Кудыкиной горе и размещать там батальоны своих солдат. Чтобы привлечь новую рабочую силу, не нужно до отказа загружать трюмы людьми из далекой страны. И дело тут не в гуманизме. Просто сегодня, чтобы сколотить состояние, достаточно открывать филиалы корпорации в каждой стране мира и торговать со всеми. А рабочая сила и сама к тебе желает приехать, отбоя нет. По той же причине в наше время захватнические войны лишены всякого смысла. Уж помимо того, что абсолютно неприемлемо бомбить города и убивать людей, никакой практической пользы от строительства реальных политических империй в 21 веке нет и быть не может. Это раньше надо было плыть за 3-9 земель, порабощать местных и отправлять их в поля, чтобы строить дома золотые дворцы. Выкачка ресурсов из условной Африки ради собственной выгоды – дело нехорошее, конечно, но в нем хотя бы была логика. Сейчас же на пути к золотым дворцам можно спокойно пропустить промежуточные шаги и богатеть, не вставая с дивана, не пересекая государственные границы. Ну а те маленькие территории, которые остались у бывших империй, это просто пережитки прошлого, без глубокого экономического или политического смысла. Люди там не выработали какую-то национальную идею для независимости, но главное, что им живется нормально. Да, есть на свете родившиеся в восточном полушарии граждане США и цены в евро на острове близ Мадагаскара. Но все это имеет значение разве что для вопросов на барном квизе. Классических империй больше не осталось не из-за чьего-то там коварного умысла, не из-за глобальных заговоров и не из-за действий антиколониалистов, а из-за естественного хода истории и банального здравого смысла. К сожалению, не все лидеры государств таким здравым смыслом обладают. Но это уже наша с вами история. До завтра.